Привет, красотка. Сейчас присяду. Сегодня я покажу тебе продукты, которые я использую для ежедневного ухода за своей кожей. Некоторые из этих продуктов мы нанесем тебе на личико. Таким образом я помогу тебе подготовиться к сну, расслабиться и настроиться на отдых за разговорами о красоте и женских секретах. И сразу расскажу, что все средства, которые я сегодня буду показывать, списочек я оставлю для твоего удобства в описании. И первый продукт, который я буду тебе сегодня показывать, это такая умывалка. Умывалка от фирмы Мико. Это уже моя, наверное, 3-я или 4-я баночка. Подходит она для тех ситуаций, когда нам нужно просто смыть грязь, может быть, пыль с кожи, когда у нас не было какого-то стойкого макияжа, может быть, тональность снова на лице. Мы просто хотим очистить кожу и подготовить ее к этапам ухода. И что мне очень нравится в этой умывалке, это то, что в составе есть лаванда. И несмотря на то, что я пробовала и другие средства с лавандой, именно это действительно успокаивает мою кожу. Даже в те периоды, когда она чувствительная или у нее есть какие-то раздражения, ощущения раздражения, умывание этим средством действительно делает состояние кожи лучше, по крайней мере, моей. Ну и в последнее время я пользуюсь вместе с умывалкой вот таким гаджетом для очищения кожи от фирмы Форео. Это я использую чуть позже. Сначала расскажу тебе немножко про эту щеточку, которую мне прислали, наверное, около месяца назад на тест. И могу уже поделиться своими впечатлениями. Что делает эта щеточка? Эта щеточка удаляет омертвевшие слои эпидермиса с кожи. То, что называется эксфолиация. И это абсолютно необходимый этап ухода. Особенно для меня, потому что я все-таки пользуюсь декоративной косметикой перед съемкой, и тон хорошо ложится только на отшелушенную кожу, могу сразу же сказать. Ну и, конечно же, я думаю, это не секрет, что отшелушивание кожи помогает улучшать цвет лица и состояние кожи, и улучшает проникновение питательных веществ, действующих активных компонентов из кремов и сывороток и так далее. Даже если я не пользуюсь сыворотками пока. Что дает эта щеточка? Она дает ощущение очень мягкой кожи. Наверное, каждая пробовала, что такое скраб. И ты знаешь это ощущение после скрабирования кожи. Какая она мягкая, такая прямо вот нереально бархатистая, свежая. Но скраб использовать я уже давно не использую, потому что скраб травмирует кожу, он ее царапает. А такая щеточка кожу не травмирует. В моем случае это для очень чувствительной кожи. Она ухаживает очень бережно. К тому же я не злоупотребляю, использую ее пару раз в неделю. Не знаю, правильно это или нет, но я делаю вот так.
А, давай тогда попробуем. Смотри, я наношу средство для умывания прямо на щеточку. И дальше. Так вот аккуратненько проходимся зона за зоной по личику. Вот так. Круговыми движениями, сильно не надавливая, я очищаю кожу. Очень хорошо она помогает бороться с лишней жирностью в Т-зоне, но я бы не рекомендовала ее тем, у кого очень чувствительная кожа или какие-то прямо вот язвы, прыщи на коже, то есть травмированная кожа. Это, думаю, является противопоказанием. Вот так. Также у щеточки есть вторая сторона, массажная, но ее мы используем позже. Итак, после того, как мы с тобой умылись, самое время нанести тоник. Раньше я пользовалась тоником от Клиник с кислотами. Я до сих пор к нему иногда прибегаю, но все-таки мой фаворит сейчас другой тоник. Каждый раз, когда я пользуюсь тониками, я беру один ватный тампон и делю его на две половинки, для того, чтобы экономить средства и именно промокать лицо влагой, а не скрести по коже, чувствительной коже, этой как бы тряпочкой, тем самым ее раздражая. Ну и вот у нас получается два таких тампончика. И мы будем использовать один. Нанесем мы на этот тампончик вот такой вот тоник для лица. Я уже показывала его ранее. Это опять же не первая моя баночка. Фирма Мико, та же самая, но это не реклама, это исключительно моя находка. Просто эта фирма хорошо работает с моей кожей. Тоник для лица с лаймом и мятой. Я думала, он будет кожу, может быть, раздражать или даже пощипывать. Но это было ошибочное заблуждение. Наоборот, он опять же кожу успокаивает, ухаживает за ней очень бережно, дает ощущение свежести. И мне очень нравится запах, просто потрясающий. Я вообще фанатка лимона. Если я иногда делаю аромалампу в помещении, то я беру именно лимон часто. Очень важно использовать средства, запах которых вам приятен. Во-первых, это элемент ароматерапии. Ну а во-вторых, я верю в то, что наш организм интуитивно чувствует, как и организм животных, кошек, например. Они интуитивно чувствуют, какую травку им полезно скушать. Также и мы, ориентируясь на наш запах, можем выбрать
каких активных действующих компонентов нам на данный момент не хватает. Это натуральная косметика, и запах именно такой очень приятный и естественный. Это не запах одушек. Классное средство, попробуй. Ну и сейчас мы нанесем это средство тебе на кожу, так как это делаю я. Несколько нажатий до того момента, чтобы тампон стал влажным. И вот этой вот гладкой стороной мы сейчас будем промакивать кожу твоего лица. Вот так. Это на самом деле очень приятно и освежающе. Вот так. Чувствуешь аромат хороший, очень нежный, он не раздражает. Я очень чувствительна к запахам. Стараюсь покупать средства без отдушек, но именно в случае с мейком в подавляющем большинстве случаев запах мне нравится. Вот так. Ну и теперь, когда мы нанесли тоник, избегая кожи вокруг глаз, конечно же, это, кстати, одна из причин, почему я не люблю именно распылять тоник на лицо, потому что обязательно попадет на суперчувствительную зону вокруг глаз, ну а лайм туда точно не нужно наносить. Ну и коли мы говорим о коже вокруг глаз, как раз покажу тебе моего фаворита. Этот крем, это, наверное, уже моя 3-я баночка будет, если не 4-я, от фирмы Kiehl's. Да, этот крем дорогой, но учитывая, что это зона вокруг глаз, можно сказать, самая важная, самая чувствительная, самая подверженная старению зона. На мой взгляд, ухаживать надо начинать за ней своевременно, а может быть даже немножко загодя. Крем, который мне нравится использовать, крем с авокадо. И у него очень жирная консистенция, что мне очень нравится, потому что я в принципе люблю жирные крема, и особенно для кожи вокруг глаз. Как ты знаешь, жировая прослойка под глазами очень тоненькая, и когда мы, например, не досыпаем или наша кожа испытывает стрессы, она сразу же истончается еще больше. И вот когда я наношу такой крем жирный, я прямо физически чувствую, как эта зона как будто бы уплотняется, и вот эти мимические морщинки наполняются упругостью. Вот такой вот у него цвет, зелененький, такой оливковый, скажем, да. Вот. По рекомендации мы должны вот так растереть между пальчиками. Не уверена, зачем это делается. По-моему, мне сказали, чтобы активизировать полезные масла, содержащиеся в креме за счет температуры трения, да? Ну и дальше вот такими вот аккуратными движениями мы наносим не очень тонким слоем на зону вокруг глаз. Так вот. Так. На него можно наносить макияж через некоторое время. В принципе,
Но на ночь это идеальный вариант, я бы так сказала. Пользоваться им мне не надоедает. У меня всегда тянется к нему рука. В то же самое время, в противовес этому дорогому крему, я покажу тебе очень-очень-очень бюджетный крем. Это моя находка, и я очень страдаю, что не могу купить его в моем городе. Я купила его в Питере в магазине белорусской косметики. Но вот этот бренд Мириэль почему-то далеко не во всех магазинах белорусской косметики продается. Это раз. И даже в Питере мне пришлось обзвонить несколько магазинов, потому что я купила сначала этот крем. Там была одна банка. Мне сразу же он очень понравился. Я захотела взять еще себе и на подарок. И вот пришлось обзванивать, чтобы найти нужный магазин. И мало того, я слышала, сейчас они вообще сняли с производства эту линию. Просто какое-то проклятие, потому что как только мне что-то нравится, почему-то это снимают с производства. Не знаю, почему так происходит. Этот крем тоже очень-очень. Этот крем тоже очень-очень жирный. У него прям такая вот густая текстура. Он позиционируется как ночной крем с витамином Е и маслом какао. Также у них был очень удачный крем с гиалуроновой кислотой в этой серии. Он тоже как бы ночной, но текстура у него совсем другая, легкая и гелевая. И его поэтому удобно было использовать в качестве дневного крема. После такого крема кожа нереально мягкая и бархатная. Просто, я не знаю, я не могу найти ничего похожего. Он очень дешевый, он стоил, не знаю, рублей 200, наверное, русских. А тушка у него такая, знаете, напоминает какие-то вот эти такие старые советские крема в железных тюбиках. И вот жирный он вот такой же, как эти крема. Почему сейчас такие перестали выпускать, не знаю. Все помешались на этих гелях. Вот. Очень приятный эффект от этого крема. Действительно, особенно вот после этого очищения, отшелушивания, такой крем на ночь жирненьким слоем и просто на утро. Ой, конфетка. И вот, если, допустим, как раз таки вот после отшелушивания, если нанести жирненьким слоем этот крем, то просто на утро ты конфетка, кожа сияет, мягкая, бархатистая. Ну, реально, так оно и есть. Вот. При всем при том, что совершенно недорогое средство. Если у тебя есть возможность его приобрести, обязательно попробуй его или крем с гиалуроновой кислотой из этой же серии. И сейчас мы нанесем с тобой этот крем на кожу твоего лица вот такими вот движениями, аккуратными, очень приятными, слегка массажными движениями для того, чтобы помочь твоей коже отдохнуть, восстановиться, набраться сил, получить все необходимые питательные
проснешься с идеально гладкой, восстановившейся, оздоровленной кожей. Вот так. Вот так. Ну вот недавно я нашла своего рода аналог крему с гиалуроновой кислотой. Это марка CeraVe. Это, по-моему, дерматологическая марка. Вот тут так и написано, да, что это Dermatologicals. И, значит, крем без запаха. Он у него такая, как видишь, гелевая скорее текстура. Вот, видишь, легко наносится и разносится по коже. Удобный вариант для дня, особенно когда нужно нанести быстренько. И прямо можно и на кожу вокруг глаз, и на лицо нанести. И несмотря на то, что довольно легкая текстура, эффект защищенности, увлажненности кожи сохраняется надолго. Вот, и кожа такая разглаженная, тоже хорошая. Для нормальной сухой кожи получается вот этот вот крем. Там у них еще было и для глаз, но не вижу особенного смысла. Думаю, что этот можно вполне наносить везде. Вот, если вы нормально относитесь к такому варианту. И сейчас мы переходим к очень приятной антистресс процедуре. Скажу тебе честно, я бы до такого никогда не додумалась, если бы не тестировала эту щеточку и не изучала, как правильно, какие у нее есть функции. И когда вы ставите, не вы, как вот я вот когда ставлю на максимум, ей можно делать своего рода массаж, как бы, я тебе сейчас покажу и сделаю. Ставишь на максимум, вот эту вот обратную сторону прикладываешь к лицу. И это нереально приятно. Прям даже до мурашек и до какого-то щекотного ощущения. Не знаю, есть ли в этом какая-то польза, но это очень приятные расслабляющие ощущения. И мне кажется, что на мимические морщины это должно сказываться положительным образом. То есть это, знаешь, как вот упражнение, такая трясучка, шейкинг для всего тела. То же самое ты делаешь такой шейкинг, но для мышц, которые находятся в стрессе после активного дня, напряжения, мимические морщины и так далее. Вот. Мне особенно приятно в области щек, но можно также попробовать и на лбу. Сейчас покажу. Просто прикладываем и наслаждаемся. То есть это не уверена, что несет в себе какой-то эффект, кроме антистресс, но вполне возможно, что и несет. По крайней мере, на сайте написано, что это дает анти-эйдж и лифтинг эффект. Лифтинг, то есть подтягивание кожи, анти-эйдж, то есть борьба с признаками старения. Вот. В принципе, я могу в это поверить, потому что мимические морщинки, да, это те морщинки, которые появляются у нас первыми. И я думаю, точно так же, как и, допустим, с близорукостью, если глазик вовремя расслаблять, на чем основана система Дашевского, например, гимнастики, то близорукость, вот этот спазм глазной мышцы, он будет сниматься. То есть стресс — это неплохо, всегда необходимо чередование напряжения и расслабления. И вот точно так же с мышцами нашего лица данная щеточка нам помогает их расслаблять. И это просто очень и очень приятно. Я не вру, так оно и есть. Но
насколько оправдана покупка этого гаджета, каждый решает сам, потому что средство это совсем не дешевое. Вот. Но если вам позволяет бюджет, то почему бы и нет, если вы любите баловать себя или, может быть, на подарок. Вот так вот. Ну и продолжая разговор об отшелушивании, не могу не рассказать про мою любимую минеральную маску пилинг «Двойное сияние». Фруктовые кислоты и вулканические частицы. И это другой тип пилинга. Это именно химический пилинг. Принцип его в том, что фруктовые кислоты растворяют клей, который связывает клетки эпидермиса друг с другом. Как я уже сказала, отмершие клетки необходимо своевременно очищать, иначе они наслаиваются друг на друга, создавая тусклый серый цвет лица, препятствуют проникновению активных веществ в кожу. Ну и, конечно же, сказываются визуально на виде лица, если мы наносим макияж. Такую маску мы наносим на лицо на пару минут, и затем смоченными в воде пальчиками мы делаем скрабирование, потому что вулканические частицы — это именно принцип механического пилинга, но они очень-очень-очень-очень-очень мелкие. Поэтому, хоть они и царапают, я думаю, кожу, создают как бы такие микротравмы, но они очень-очень маленькие по сравнению с каким-нибудь скрабом из абрикосовой косточки, например. Сейчас я уже не могу себе представить использование такого скраба на лице. Разве что на теле. На теле я, кстати, люблю очень пользоваться кофейным скрабом, который я делаю сама, то есть у меня кофемолка. И вот когда я попью кофе, я сохраняю этот жмых, а потом использую его в качестве скраба. Потрясающий эффект, мягкая, гладкая кожа, ну и как бы на теле не жалко, так скажем. Вот, такая масочка. Минусом ее можно отнести, наверное, то, что кислоты далеко не каждой коже подходят. Но я слышала, что когда у нас солнце, много солнца, то нежелательно использовать кислоты на коже. Что это больше вариант для зимнего времени года. Еще одна маска, которую я использую, опять же, от фирмы Мико. И опять же, это масочка с лавандой. Дело в том, что в один момент они сняли с производства умывалку с лавандой, мою любимую. И я в панике купила такую маску с лавандой. Потом они вернули в обновленной упаковке умывалку. Я уже распробовала маску. У нее такой, опять же, очень приятный аромат. Консистенция такая липкая очень, как будто бы медовая, я бы, может быть, сказала. Вот. Она такая жирненькая, дает коже питание. Я ее наношу минут на 20, потом умываюсь конжиковым спонжиком. И вы знаете, почему-то во время этой маски можно ощущать даже небольшое жжение на коже. Как будто бы кожа прогревается, ее так слегка пощипывает. Не знаю, в чем это, от чего это происходит. Но результат мне нравится после использования этой маски. Как выглядит кожа и как она себя чувствует, мне нравится. Еще одна маска из числа тех, что у меня есть. Это больше похоже на крем, потому что это именно такая ночная маска, которую вы наносите как крем и не смываете. Но консистенция все-таки как у маски, потому что на ощупь
это именно липкость такая, не совсем приятная. Ну и, конечно, никакого макияжа на нее нельзя нанести или что-то такое. Это марка Kiehl's, не дешевое, опять же, средство, но мне хотелось попробовать. Практически промышленный объем этой маски, я ее купила очень давно. Тратится очень-очень экономно, потому что я не люблю наносить большим слоем. То есть фактически я ее наношу таким слоем, как бы я нанесла крем. Консистенция у нее тебе не видно, но она гелевая. И вот эффект от нее, ты знаешь, очень сильный, я бы сказала. Сильный. То есть настолько сильный, что слишком часто ее использовать нельзя. Раз в неделю, наверное, я ее использую для такого, знаешь, тотального увлажнения кожи. Если ее использовать чаще, то не знаю, как это происходит, но кожа, она, знаешь, как-то вот расслабляется, может быть, что ли, и забивается. Не знаю, из-за чего это происходит. То есть иногда такую маску нанести очень уместно, особенно когда кожа пересушенная или слишком утомленная, уставшая, в качестве такого экспресс-восстановительного средства. Но злоупотреблять ей не стоит, хотя, ну вот это чисто мои такие какие-то интуитивные ощущения от пользования этой маской. Написано Ultra Facial Overnight Hydrating Mask for all skin types. Для любого типа кожи. Ну, хотите, попробуйте. Я много раз показывала это средство раньше. Это средство для умывания стойкого макияжа, такого как тональный крем, тоже для ресниц. И это масло, такая шайбочка от Clinique, опять же не первая моя баночка, но используется очень экономно. Ну вот внутри это прямо вот баттер, то, что называется консистенция баттер. Показывать, ну давай покажу, хотя я уже показывала. Вот ты видишь, что это прям маслица, которая тает на коже очень быстро. И вот так вот макияж весь растворяет. Ну и потом, после того, как ты пройдешься по своему лицу, растворяешь макияж, добавляешь воды, и это масло превращается в молочко. И таким образом кожу ты свою очищаешь очень бережно. Я не пользуюсь какими-либо мицеллярной водой или что-то такое. То есть я умываюсь вот этим баттером, этой шайбочкой. Затем я второй раз умываюсь уже умывалкой. Ну вот, например, миком с лавандой. И, собственно, потом еще протираю лицо тоником. И представь себе, вот в этих даже 3 этапа очищения я все еще на ватном тампоне с тоником вижу чуть-чуть следы тонального средства. Вот. А, конечно же, когда мы качественно кожу после косметики не очищаем, все это взбивает поры и ужасно, очень плохо сказывается на нашей красоте. Не хотелось бы обойти вниманием такую деликатную зону на нашем лице, как губы. Тем более, что губки хорошо, когда они аппетитные, когда их хочется поцеловать, а если они шершавые, потрескавшиеся, то это и уверенность вашу уменьшает, но и привлекательность тоже. Ну и опять же, если вы наносите помаду, то помаду надо наносить на ухоженные губы. Это важно. Вот. Это мой, то, что называется all-time favorite. Я пользуюсь этим продуктом уже много лет.
это фирма Lush. И они производят самые лучшие скрабы для губ, хотя я пробовала и в других марках также. И у них там есть много разных скрабов, но вот этот мятный Julep самый лучший для меня из всей их линейки. Размер частичек сахарных, то есть вот крупность этого помола, состав вещества, которое находится, ну как бы, кроме самого скраба, да, там есть еще именно такие питательные компоненты, ухаживающие. И после этого скраба кожа губ самая такая увлажненная и ухоженная. По-моему, в составе масла жожоба, а может быть, я вру. Да, масло жожоба. Видимо, масло жожоба это хороший, это тоже как бы органическая считается косметика. Вот, и вот эта мята, которая в составе, она даже как-то немножко пощипывает и создает такой легкий эффект припухлости губ. Вот, вы, может быть, его не заметите, но если вы потом поменяете его на другой скраб, то тут вы уже разницу почувствуете. Это замечательный скраб, который полностью стоит своих денег, потому что он экономичный. И также фирмы Lush могу полностью вам советовать крем для тела, который называется Dream Cream. Я покупаю его уже больше 7 лет, и до сих пор мне он нравится, несмотря на то, что у него очень сильная отдушка. Этот крем просто спасение для сухой кожи, и для чувствительной кожи, и даже для обгоревшей кожи. И надо просто попробовать для того, чтобы понять, вы не пожалеете. После того, как мы произвели скрабирование губ, необходимо нанести на них уход. Мой фаворит бальзам Маной и Алоэ от фирмы Мустаева, Олеси Мустаева. Это опять же какая-то органическая косметика, которую очень сложно купить. Я знаю только одно место в нашем городе, где она продается. Но это мой неизменный фаворит. И третья баночка. Этот бальзам, он прям жирный. То есть после того, как вы произвели скрабирование, обязательно на ночь его нанесите. Это может быть не так удобно ходить с жирными губами, но на ночь, пожалуйста, обязательно нанеси. Сейчас мы тебе нанесем. И таким жирненьким слоем, чтобы у нас получился как бы эффект масляной маски. Так вот. Уход, забота о наших губках. Ну а сейчас я предлагаю тебе наконец-то окончательно закрыть свои глаза, для того, чтобы помочь тебе расслабиться. Тебе на глазки я положу такой мешочек с лавандовыми семенами. Это опять лаванда. Очень приятный звук у него и очень приятный запах. Я обнаружила эти мешочки у Нельки на занятиях на йоге в гамаках, когда в конце занятия она делает шавасану, по-моему, это называется, и она каждого качает в гамаке, как в люльке, и каждому кладет на глаза такой мешочек. И сейчас я положу это
такой мешочек на глаза тебе. А ты, пожалуйста, закрыв глазки, представь себе какое-нибудь приятное место. Пусть это будет какое-то место в природе, место, которое дает тебе силу, место силы. Оказавшись в этом месте, представь себе, может быть, какие запахи тебя окружают, какие звуки, какие ощущения на твоей коже. Сосредоточься на этих ощущениях и отправься в путешествие в страну Морфея, в это место, чтобы проснуться отдохнувший, полной сил, полностью восстановившись.